Джингл Беллс можешь играть? Jingle bells, jingle Криптобейс, криптобейс. Сейчас выйдет весь голубой огонек, бля, Филипп Киркоров сюда. Внесите сюда Аллу Пугачеву. Внесите Киркорова с Аллой Введите Пугачевой. урода. Что, Здорово. ну вот мы и снова встретились. Криптобейс. Крипто с новым. Новогодний выпуск. Давай заново. Да, давайте. Здорово. Криптобейс. Новый год. Маза на связи. Год прошел, мы тупо выжили. Все, конец выпуска. Ну, я считаю, что да, надо это... Что делают люди в конце года каждого? Люди в конце каждого года подводят итоги года. Что произошло, что случилось плохого, что случилось хорошего. И мы не будем тоже Мы не отличаться особой Нет, оригинальностью. ты скажи, мы не будем так делать. Мы не будем делать нарезку вот этого, где мы были, где я была на море сегодня, и что мы там ныряли. Но мы, кстати, были на море, помнишь? Да. Мы даже одну криптобазу Володя сняли даже на на море. форклоге, для форклога прыгнул в воду. Начало года прошлого. В начале прошлого года у нас появилась криптобаза вообще. Да. Мы вот, представляете, уже сколько у нас видео на криптобазе, и вот весь этот наш канал криптобаза появился в 2022 году. В этом году база только появилась. Мы делали видео на форклог уже до этого. И еще До этого на еще другой делали канал. на Да. Sexy BTC. Но именно криптобаза в таком виде, где мы вдвоем болтаем с вами, это только в этом году. Да, то есть мы дошли до создания нашего канала, и мы уже собрали такое большое сообщество. И без всякого маркетинга, без всякой рекламы, без того, чтобы платить кому-то бабки, все. Если вы перемотаете, точнее посмотрите самый первый выпуск, и если я там не вырезал, я там даже говорю, что нам этот маркетинг не нужен, не нравится, не смотри, что-то я там выделывался, короче, как-то. И вот, собственно, так и все и происходит. Набрались именно те люди, которых мы хотим видеть, которые хотят видеть нас, и это очень круто. Да, мы создали сообщество. За этот 2022 год у нас появилось крутое сообщество вокруг криптобазы. И мы круто, конечно же, проапдейтили валидатор PostHuman. Потому что начали мы распределение валидатора даже не в начале года. То есть вся У нас вообще команда за это время создания криптобазы разрослась до 8 или 9 человек. До 8 человек Core Team. И помимо Core Team там еще человек, 13, наверное, или сколько? Да. Нас становится все больше и больше на всяких разных уровнях вовлеченности. Кто-то занимается одним, кто-то занимается другим. То есть мы реально, создали крутое сообщество, которое продолжает развиваться. Можете себе представить, что я помню, как Валентин, как мы объявили, что Валентин теперь часть нашей команды, часть криптобазы. И это было еще после того, как мы создали. Это все было в 2022 году. Мне кажется, мы лет 5 прожили за этот год. Да. Кажется, что столько всего произошло, что это должно было бы занять куда больше, чем год. А оказывается, что мы за год достигли вообще гигантских успехов. Валентин, кстати, уже на Бали. Да, Валентин за 2002 год успел сидит съехать под на Бали под пальмами. пальмой. Да. Ну, красавчик, конечно. Еще он успел снять интервью в Дубае, в Дубаях, или как вообще это правильно говорится? В Арабских Эмиратах. Ну, где-то там. И еще он успел снять интервью с Антоном из Цитадели, где они были в Дубаях. Где-то здесь появится. Короче, наверняка Валентин ссылочка. ричмен, который тратит деньги PostHuman. На самом деле все это неправда, конечно. Все это... Это неправда. Все это мы должны вырезать. Что по космосу? Вот космос, как ты считаешь, экосистема космос за 2022 год, какие были? Ну вот смотрите, начали мы год с того, что мы были вообще там типа на топе, да, там на высоте. Атом там $40 был. Заканчиваем мы тем, что атом опять там колышется у $10. Вот с этой точки зрения год, конечно, для крипты был вообще. У нас крах там Луны, который так на всех повлиял. Крах FTX под конец года. То есть все эти события для крипты были такими очень тяжелыми. И все очень сильно попадало. Там общая капитализация упала там, с 3 тысяч миллиардов, да, там, до
до 800 миллиардов. То есть мы упали с самого вышины, которой мы были, до самой нижины, на которая равняется вышине 2018 года. То есть кто-то там говорит про 4-летние циклы. Вот мы сейчас, значит, на том же состоянии, на котором мы были 4 года назад. Кто бы мог подумать. Но с другой стороны, впереди, значит, нас ждут новые высоты. Еще сколько нового всего. Несмотря на то, что этот год был такой унылый в плане ценника и капитализации и всего остального, но появляются все новые и новые проекты, что-то пилят, какие-то разработки мутят, какие-то NFT раздают. И несмотря на это все, крипта растет как-то. Да, то есть количество проектов все равно продолжает увеличиваться, и никто не останавливается. Да, но с другой стороны, вот мы пришли к такому моменту, что некоторые проекты начали подвылетать из общего потока. И непонятно, вот, например, что с Sifchain сейчас происходит. Мы вчера были на экстренной связи со всеми участниками Sifchain, кто там есть, без участников команды. То есть там собрались валидаторы, люди из сообщества, там кому не наплевать и так далее. Мы думали, как спасать Sifchain. Пришли все-таки к выводу, что надо, чтобы сообщество взяло контроль над проектом, потому что команда. Все. А как ты считаешь, вообще эффективно? Вот некоторые мнения людей, некоторых, что если нет у руля команды, например, какой-то core-team, то сообщество само не может взять так, чтобы было все классно. А вот если бы это было так, то тогда бы у нас, наверное, не было бы биткоина, у которого нету core-team. У биткоина нету никакого ETO, SEMIO, SEO или кого-то еще. Да? Во-вторых, посмотрите, есть такие проекты, как Osmosis и как Juno. Juno, конечно, подупала и так далее, но проект поднялся без каких-либо там денег, инвестиций или прочего. И продолжает существовать, на нем продолжает много всего пилиться. Ну, там же есть какая-то типа банда разрабов, скажем так, которые не бросают. Ну, скажем так, что да, они все равно не являются типа управляющими, да, то есть есть разрабы, которые подписались там что-то делать и писать код. Ну и так есть у всех проектов, да, и это, грубо говоря, так, каждый может стать разрабом Juno, присоединиться, начать что-то делать, писать там новый код, форкать что-то, и все будет получаться. То есть фишка такая, что на каких-то, может быть, ранних этапах, когда есть небольшая команда энтузиастов, которая прямо горит идеей, понимает, что происходит, это очень даже неплохо, потому что они что-то делают, развивают, вкладывают. Но на долгом каком-то промежутке времени ничего лучше сообщества для управления проектом быть не может. Потому что сообщество — это что-то большое. Грубо говоря, так, одна голова хорошо, а две лучше. А представьте, что такое, когда у нас там 1000 голов. И вот посмотрите на пример валидатора Posthuman. То есть, когда у нас был только Core Team, и когда мы полностью управляли нашим валидатором, у нас не было там ПХМН, у нас не было там распределенного управления, наша ценность была меньше, мы были менее ценные. Теперь, когда мы распределяем власть по сообществу, мы становимся более ценные, мы становимся более нужными большему количеству людей. То есть, скажем так, нужны всегда участники, которые что-то делают для проекта. Но это не обязательно должна быть какая-то там core team. И мне кажется, что если мы хотим создать по-настоящему децентрализованный проект, который оставит свое там эхо в будущее, скажем так, да, который будет себя проецировать дальше и дальше, то как раз вариация того, что маленькая команда будет на протяжении долгого времени этим заниматься, куда меньше, чем большое сообщество. Возможно, скорость принятия решений, когда большим сообществом, она не такая быстрая и эффективная, как малая группа. Малая группа может сразу прийти. Один человек очень быстро с собой приходит к консенсусу. Сделаем так, и никак иначе. Когда большое сообщество, нам надо что-то обсудить, обговорить, потратить время на принятие решения. Но решения появляются лучше. То есть мы не должны переживать, что у нас на поиск решения уходит время, потому что мы добиваемся более эффективного решения. Лучше мы потратим чуть-чуть время, и решение будет очень эффективным,
чем мы не потратим много времени, примем какое-то решение, которое не будет эффективным. В общем, как показывает практика, лучше никуда не торопиться. И если мы принимаем что-то на неделю позже или даже на 2 недели позже, это вообще не проблема. Ну, как бы, недельку подождать, 2 недельки, что такого. Согласен. Ну, не будем о грустном, не будем о севчении, а криптоогонек у нас, криптоогонек. Сейчас давай, заходит этот Сатоши Накамото, Виталик Бутерин. Виталик Бутерин, Сизи. А теперь попросим Виталика Бутерина в студии. Ну, Виталик такой стоит с микрофоном, типа, начинает играть музыка. И он Новый год. Ethereum 2.0. Да. Мерч нам только снится. Эвмос, не сливай, все будет хорошо. Кстати, вот Эвмос, все стреманулись, что Эвмос все полетел. Я даже сам на очко присел, смотрю 30 центов, думаю, ну все, хана, тестерам что-то там не дают, какой-то фат пошел. Но в итоге-то все нормально. В итоге я вычитал, что всем все дадут, как бы все хорошо, и Эвмос не скам. Вот. Ну, как бы было бы вообще сложно представить, как проект, который занимается такой важной штукой, как объединение космоса и Ethereum экосистемы, которые делают такие крутые разработчики и уже так долго будет делать что-то плохое. Но, видите, как бы рынок с нами играет такие странные игрушки иррациональные, которые сложно объяснимы. И вот нам хорошо получилось выйти из этого, потому что рынок, который вот происходит, из-за которого все эти падения, это такой индустриальный рынок, который играет по вот этим централизованным пониманиям. Надо сливать, надо там типа быть в тренде, все продают, тоже продавай, все покупают, тоже покупай. Panic sale. Вот все это было в старых временах, когда к какому-то там товару или продукту относились только исключительно как к тому, на чем надо зарабатывать. Как вот Binance. Binance не видит в атоме никакой другой утилити, кроме как покупать и продавать, покупать и продавать. Вот. И нам что круто помогло ПХМН как бы удержаться и вырасти, и остаться, наверное, одним вообще из немногих, я не знаю, сколько еще монет на медвежьем рынке космосе вырос. ты имеешь в виду? В космосе-то я думаю, что мы единственные, но, наверное... Просто я за другими не слежу. Ну, да, ну, среди всей крипты, наверное, может быть, еще должно кто-то найтись. Найдите, кто еще вырос так же, как и PHMN. Интересно, Было бы кстати. интересно посмотреть на эти проекты и почему они так сделали. Но как бы, почему у нас получилось удержаться во время криптозимы, почему у нас никто не слил, и почему мы не только остались на плаву, но еще и как бы оказались просто там спасательным кругом для всех тонущих в этом криптопадении. Потому что у нас не было маркетинга, потому что мы никому не говорили: посмотрите, какой крутой токен, приобретите его. Потому что маркетинг привлекает людей, которые не понимают, о чем продукт, не понимают, что там внутри, не понимают его смысл на каком-то дальних дистанциях и покупают его только с одной целью: продать, когда он будет дороже. Когда нету маркетинга, когда нету этой золотой упаковки, то люди, которые клюют на золотую упаковку, клюют на какие-то другие маркетинговые предложения и куда-то за ними следят. И покупают какие-то монеты, их потом продают, там остаются с носом или наоборот даже зарабатывают, кому как повезло, что-то около лотереи. Все люди, которые к нам пришли не потому, что они увидели золотую упаковку. Нету никакой золотой упаковки, мы никому не... А пришли потому, что они узнали о том, как это работает, как это используется, что это принесет сейчас, что это принесет в будущем. Из-за этого, когда есть монеты, которые я не понимаю, что-то я ее покупал, чтобы продать, я ее продаю, а есть монеты, которую я покупал с конкретной целью, не чтобы продавать, а чтобы ее там захолдить, получать дальше. И вот благодаря разумному сообществу образованных людей, которые не клюют на маркетинг, а которые приходят за составом, у нас получается монетка на плаву. У нас, знаешь что, у нас нет спекулянтов,
У нас есть долгосрочные спекулянты. Долгосрочные. Спекулянты в долгосрок, которые такие, как и я, думаю, ага, продавать ПХМН я буду, когда он будет 1000. И то там каких-то 10 монет, 10 тысяч, все, я на Бали с Валентином снимаю новый выпуск. Спекулянты в долгосрок. Ну, это я так шучу, но в целом, когда ты поддерживаешь проект годами, естественно, что ты хочешь получить что-то взамен, помимо какого-то достижения всеобщего, какие-то денежки, это нормально. Не, ну вот как бы исходим из того, что в какой-то вот, да, кто-то говорит такой, ой, а что это мне там всего пришло там 0,3 по ХМН ревордами. Ну просто в какой-то момент 0,3 по ХМН это будут большие бабки. Да, уже там 0,3 по ХМН это уже очень нормально. Мне всегда хочется сказать, ну так ты за стейкой побольше, и будет у тебя не 0,3, а все зависит, нет такого обмана, да, что кому-то меньше досталось, потому что мы так сказали. Все, типа, это математика. Ты столько застейкал, столько и получил. Да. Получается так, что как бы хочется создать вот этот инструмент, который бы позволял, удерживая монеты, получать прибыль. И вот мы его как раз и создаем. То есть, чтобы та прибыль, которая приходила, чтобы ее с лихвой хватало на то, чтобы как-то существовать. Даже если это будет какое-то небольшое количество монеточек. У нас будет теперь в следующем году, кто не смотрел видео про токеномику, я его сделал, вот оно высветится, посмотрите его, и там я говорю, что в следующем году у нас каждый квартал будет по 2 дропа. Да, у нас будет 8 дропов ежегодно. А прикинь, ПХМН раз в стоит, 1,5 месяца. ПХМН стоит сейчас 50. И ты один раз в 1,5 месяца будешь получать чуть-чуть ПХМН. Если ты получаешь 3 ПХМН, то это у тебя 150 баксов минимум дроп каждые 1,5 месяца. Ну, что-то в этом роде. Я надеюсь, что мы, конечно... Я считаю, что мы недооценены до сих пор, да, то есть те цены, которые сейчас есть на ПХМН, не отвечают реально тому функционалу, который у нас есть. Не отвечают за свой базар вообще. Да, как бы. То есть у меня все равно полное ощущение, что PHMN недооценен, потому что PHMN дает возможность там руководить ликвидностью и так далее, да, там типа управлять валидатором, принимать какие-то решения. И это какой-то юзабилити у него есть. В отличие от многих, кроме всего этого, есть trustless цена. То есть все равно мы добавляем туда доход с валидатора. Да, даже если у нас сейчас доходы пусть стали чуть меньше, потому что вся крипта в упадке, и мы добавляем чуть меньше, но это все равно продолжает добавляться. Цена все равно продолжает расти. А количество ПХМН все равно не успевает так сильно расти, как то, что мы добавляем. Кстати, еще хотел сказать, те люди, которые думают, что они уже не успели, якобы все купили, все распределили, и вот китяры сидят и ждут, пока все вырастет. Нет, вы еще как раз-таки много чего успели, потому что много ПХМН еще. Китяры слили все, когда у нас, когда мы поднялись до $5 или до 6, Нет, да, было потом, очень такое, до 6 было падение, потом тогда 15, много китяры. кажется, потом мы достигли, у нас было очень большое падение с 30 до 15. Вот тогда, когда мы доросли до 30, вот тогда все китяры все и слили. И так, как бы, так будет продолжаться и дальше. Теперь нечего сливать. ПХМН будет 100, кто-то ливанет. Ты подобрал. И вот если ты хочешь не просто денег каких-то заработать, а иметь силу голоса и дальше быть в проекте и думаешь, что ты уже все проебал, то нет. Будет еще много моментов, нужно следить за этим и добирать себе ПХМН, если хочешь голосовать. Самое, да, главное, что мы же запустим блокчейн. И у нас будет блокчейн, который будет валидироваться другими валидаторами. Да, и другие валидаторы будут заинтересованы в валидаторе постхуман. То есть им тоже будет выгодно говорить, делегируйте постхуману. Нам будет выгодно говорить, делегируйте тем валидаторам, которые валидируют наш блокчейн. Мы наконец-то преодолеем вот это и эго свое, распределим свое эго по разным валидаторам. Кто-то спрашивал, кстати, а зачем нам блокчейн? Вот какую роль он будет выполнять? Блокчейн будет выполнять первую важную роль. Это создание децентрализованной модели управления. Вот нам нужно реализовать децентрализованное управление, чтобы сообщество могло полностью руководить валидатором.
И для этого надо создать много разных смарт-контрактов. Вот у нас сейчас есть, например, DAS на Juno. DAS на Juno позволяет нам большой функционал, но мы не можем, например, сделать так, что у нас будет 4 вида разных голосований. Да? Там типа голосование на выделение средств из трежери, нам надо вообще по нему там 3 дня голосовать, чего там неделю ждать. Да? И там достаточно небольшого количества участников. А голосование, например, по переделке там, модели токеномики, так нам наоборот надо не неделю это обсуждать, а там 2 недели. То есть блокчейн будет пилиться под распределенного валидатора? Блокчейн будет пилиться под создание децентрализованной модели управления, потому что все те модели управления, которые мы имеем во всем космосе, они немножко в кризисе. И проблема в том, что у нас не работает нормальное управление, у Binance есть целая туча voting power, они не пользуются, у кого-то есть очень мало voting power, они хотят принимать решения, ничего не получается, потому что у них не хватает voting power. Решения принимаются не исходя из логики и здравого смысла, а исходя из каких-то там сплетен в Твиттере, кто про кого гадости пишет и так далее. Да? То есть все это такая как бы там децентрализованная политика, да, включается, когда для достижения своего какого-то там решения люди включают свои какие-то низменные штуки. То есть нам не надо обратно скатиться к тому, что у нас было в централизованных структурах, да, там, типа, нам не надо сделать просто децентрализованный аналог централизованных структур. Децентрализованная централизация. Да, нам надо децентрализовать децентрализацию, а для этого нам надо сказать: друзья, вот новая модель управления, которую вы можете имплементировать в космос, в осмозис, во все новые проекты. Как сделать так, чтобы люди посмотрели и сказали: в натуре круче? Ну, надо протестировать. Надо создать такую модель управления, которая бы показала своей деятельностью эффективность как лучше. И мы создадим блокчейн, где у нас будет разделена власть экономическая от власти социальной. То есть voting power будет как раз PHMN. И это такой будет токен для голосования. Им ничего не будет оплачиваться, не будет фи платиться в PHMN. PHMN будет у тех, кто хочет управлять. А вот будет еще создан экономический токен, потому что у нас в сети же будет там DEX, наш PHMN будет. Вот сейчас мы такие: где, на каком DEX? На этом DEX, на другом. У нас будет свой собственный DEX для нашего же PHMN, другие пулы тоже останутся. Мы будем другие туда токены тоже обменивать и так далее. Да? То есть будет такой экономический токен, который мы тоже насыпем всем держателям PHMN, чтобы получается так, что вот вы живете в какой-то там стране, и вы производите там какую-то экономическую деятельность. Вы не обязательно должны быть в управлении, да, но вот как бы большинство людей не принимает участие в управлении, не хотят, даже не ходят голосовать, да, потому что не видят в этом смысла. Они говорят: да я работаю, все получаю, налоги плачу, что-то кому я пристало. доверяю нашему президенту. Что-то в этом роде, да, то есть вот. То есть какие-то люди будут приходить просто получать экономические блага, им в принципе вообще управление не нужно. А кому-то интересно наоборот управление, апдейт и так далее. И так как у нас будет экономика оторвана от управления, мы с управлением можем тестировать разные модели, а давайте так и давайте так. Когда экономика у нас независимая, и мы сможем по изменению нашей governance model, как мы придумываем вот эту новую модель управления, смотреть, как это отражается на экономике. И когда у нас эффективное управление, у нас будет эффективная экономика. Если мы что-то косячим с управлением, у нас экономика перестает работать. Таким образом, мы потом можем предоставить, сказать: смотрите, мы протестировали целую тучу разных моделей управления, и вот это самое эффективное. При ней экономика вся прекрасно работает. Да? И все это мы тестируем не на тестнете, где каждая монетка ничего не стоит, и такой никто не боится отправить 100 тысяч туда, 100 тысяч обратно. Мы это будем тестировать на реальной ценности. То есть мы протестируем это в реальных условиях. Это реальная ценность. То есть мы исходим из того, что игроки там не хотят лишиться чего-то, хотят там оставить себе свое и даже, возможно, что-то выиграть. Кроме этого же будет еще игровая метавселенная. И вот там это будет самое крутое, наверное, новшество 2023 года. Это кросс-гейм. То есть получается так, что есть одна игра, например, Метархия, да, там есть GeeksPix,
Lorem Ipsum. Да, есть Honeywood, делается с Cosmos Chicken Coop. И все эти игры, они будут связаны друг с другом IBC-каналами, по которым мы сможем передавать интерчейн NFT, и каждая NFT в каждой игре будет что-то значить. То есть получается, ты приобрел NFT в одной игре, а играть при помощи ней можешь в разных играх. У тебя есть твой, значит, адрес, и это как твой аккаунт, который подходит сразу ко всем играм, и это будет увеличивать ценность всех этих NFT и будет пересекать все эти игровые сообщества. То есть я поиграл в одну игру, переключился на другую игру, перекинул в другую игру NFT, здесь мне эта NFT дает одно, я с ней поигрался, захотел, переключился на другую игру, туда ее перекинул, там она мне дает другое, здесь я там играю на ставки, здесь я играю ради интереса, здесь я играю там ради какого-то там получения каких-то там других NFT или еще чего-то. И вот это кросс-гейм, это супер крутая штука, которую еще никто не реализовал. То есть пока нету так, что я там, например, играю там в World of Warcraft, у меня там есть там могучий артефакт, там типа шляпа волшебника, я эту шляпу волшебника перекинул в World of Tanks, и World of Tanks это шляпа волшебника, это там типа могучая каска танкистская, да, вот такого нету. Другие на танке такой, типа шляпе. Да, и когда этот кросс-гейминг появится у них, непонятно, потому что у них непонятно, как делать, у них вообще нет такого. У нас же, благодаря там IBC протоколу и вот все вот, появляется возможность создать то, чего раньше не было, и мы это сейчас создаем. И когда у нас будет вот эта мета-игровая кросс-гейм вселенная на этом блокчейне, которая будет чем-то типа хаба, там, да, порталы открылись в другую игру, все связано, все отлично, то у нас появится возможность делать управление внутри этих игр. То есть возьмем, не знаю, поиграем там в цивилизацию, да, или игру, или там Герои 3, или любую экономическую стратегию. Чем вы занимаетесь в экономических стратегиях? Ну, вы там делаете разные модели управления. Вы типа король, вы можете строить свои города, выбирать больше армии, больше там культуры, больше того, больше всего, там, да, воевать или не воевать, там, дипломатии и так далее. И в зависимости от разных моделей управления вы в игре выигрываете или проигрываете. А когда это онлайн-игра, мы можем увидеть соревнование моделей управления. Эта империя победила эту, потому что этот король так управлял, а этот король так управлял. Теперь мы это сделаем то же самое в мета-игровой вселенной, только с распределенной. У нас есть распределенная модель управления игрой. И мы видим, когда у нас распределенная модель управления в игре круто работает, игрокам это нравится, и игра апдейтится, и мы приходим к какому-то там желаемому результату, мы можем эту же модель взять и перекинуть на модель управления блокчейном. Оттестить ее сначала, значит, в мета-игровой вселенной, в игровом формате, где нам, в принципе, не особо страшно, что случится, потому что это игра, и всем интересно, и все радуются. Оттестить ее на реальных там токенах, с реальными людьми, с реальными там пропозалами о предложениях, увидеть, как это повлияет на вообще экономику блокчейна. И когда это все работает хорошо, мы говорим, новая модель предоставлена. Кто будет потребителем таких новых моделей управления? Ну, во-первых, там вся экосистема Космос. Во-вторых, все постблокчейны. Да, потому что модель управления, конечно, не все, может быть, протоколы могут так там обеспечить, но типа тот протокол, который не сможет себе имплементировать эффективную модель управления, проиграет тем протоколам, которые ее себе имплементировали. То есть мы как бы понимаем, те, кто не сделает систему управления более энергоэффективной, тот проиграл. Типа более энергоэффективные модели побеждают менее энергоэффективные модели. Фундаментально во всех пониманиях слова энергия. Соответственно, кроме того, что это могут блокчейны перенимать от нас, мы можем это передавать в ООН. Мы скажем, друзья, у вас в ООН сколько там людей? 300? У нас 300 тысяч. Вы там в 300 не можете нормально договориться, мы в 300 тысяч договорились. У вас там до сих пор Израиль с Палестиной воюет. У нас израильтяне и палестинцы уже давно вместе там типа делегируют, стейкают, там майнят. И как бы никто никого не убивает.
вы понимаете, что если вы возьмете с нас модель управления, у вас у всех будет лучше. Да, то есть мы можем быть поставщиками моделей управления не только для других блокчейнов, мы можем им быть как для других государств, так и для наднациональных, надгосударственных образований, а-ля ООН и там еще что-то. И с одной стороны, кто-то может сказать, а где же здесь там монетизация, а как же там типа, почему вы, то есть, бесплатно это выложите и всем раздадите? Да, мы придумаем отличную модель управления и бесплатно ее раздадим всем. Почему? Потому что нужно быть последним подлецом, чтобы продавать эффективные модели управления кому-то другому. То есть получается так, я тебе не скажу, как тебе все наладить, чтобы у тебя все хорошо было, чтобы ты с нами был в консенсусе, чтобы ты не воевал, чтобы у тебя было все классно, пока ты мне бабок не заплатишь. А, бабок не заплатил, ну пусть у тебя будет все хреново. И что мы получаем? Ну вот Северная Корея, да, вот как бы лучше бы бабок мы как бы дадим лучше Северной Корее распределенную модель управления, они перестанут там строить свои атомные бомбы, угрожать нам, будут жить счастливо, радостно, будут участвовать там во всеобщей экономике и так далее. То есть наша цель как раз сделать так, чтобы мы все неожиданно стали жить лучше. И вот чем больше разных стран, наднациональных объединений будут переходить на более эффективные модели управления, распределенные, тем больше счастливых людей вокруг нас, и тем лучше от этого нам. Потому что даже если мы такие хорошие, классные, и мы растим наших детей такими умными и говорим, не надо красть, грабить и убивать, а вокруг нас авторитарные нищеброды, которые готовы по приказу идти и расстреливать других людей из автомата, потому что, ну мне же сказали, это же приказ, как бы это, а мне деньги платят, я только выполняю свою работу. Вот от таких вот сиди, я сам открою, у нас будут мы и наши дети прекрасные страдать, потому что низкоинтеллектуальные эгоисты будут рассматривать нашу доброту и доброту наших детей как проявление слабости и будут там на них наживаться и так далее. То есть в наших интересах сделать так, чтобы варвары вот эти там и низкоинтеллектуальные люди стали умными. И для этого нам надо как-то влиять на всю систему. И вот мы понимаем, что с одной стороны этим должно заниматься образование, и уже очень классно мы сейчас переходим от централизованного образования к распределенному, то есть к моделям самообразования. Не надо больше идти учиться в институте, потому что пока там вы приходите в институте, вам там это самое лапшу вешают на уши. Как нам недавно скидывал наш друг Женек, который учится на экономической безопасности, скинул статью от своего препода, который препод написал, который там пишет какую-то там чушь о том, что вот все криптовалюты имеют дефляционную модель. Так это не так. Не все, а вот у биткоина дефляционная модель, а у каких-то инфляционные. Там вообще-то мультиэкономические модели. Мы можем создать модель, где у нас она будет дефляционная и инфляционная вместе. Да? И он там, этот преподаватель, пишет какую-то, типа, я не знаю, откуда он достал эти... Прикинь, потом студенты читают это, они считают препода там каким-то значимым типом, читают всю эту чушь и думают, да, крипта это херня какая-то, и идут работать на государство. Самое ужасное при этом, что как бы получается так, вот вы поступили в институт, и вам надо пройти экзамен. И вот, допустим, как бы есть у вас такой вот препод, который ничего не понимает, прочитал какие-то там 2 статьи, ничего не понял и какую-то сам несет от себятину, который абсолютно не сходится с реальностью, выдумывает какие-то. И вы ему приходите и говорите, да нет, все не так, вот все по-другому, он вам ставит 2, не сдали экзамен. В итоге только типа те, кто говорит такую же чушь, как я, которые не соответствуют правде, получают 5. Ну вот как вот вы придете, я не знаю, в семинарию духовную, да, вам кто-то там говорит, здравствуйте, сколько демонов помещается на кончике иглы? Да, там типа, скажите-ка мне список святых, вы говорите. Судя по всему, нисколько демонов нету, а и список святых тоже, 2, все, вы не стали типа верховным там иеромонахом. Чтобы пройти это образование и получить диплом и там типа куда-то поступить, вам надо думать так же безумно, как и я.
В общем, я немного подытожу тогда, потому что мы уже ушли в другую степь. В общем, вот это достойная цель, я считаю, типа сделать модель управления и, короче, все, что ты сказал, запихнуть в наш мир, все ее примут, это прям цель, куда стоит идти. Да, Мне но кажется, не то, что все ее примут, имеется в виду так, скажем так, что те, кто ее примут, кто перейдет на более эффективные модели управления, те просто выиграют по сравнению с теми, кто ее не примут. То есть более эффективная экономика выигрывает у менее эффективной экономики. мы плавно перешли от 2022 года в 2023 и дальше в будущее, где реально, видите, насколько у нас roadmap вот такой у Володи, типа, и то, что создается на десятилетие. И если кто-то там думает, что Posthuman это просто PHMN токен, который там когда-то будет стоить 1000, то это просто типа там 5% от того, что это может быть, и от планов. Да, как бы все просто делается поэтапно, и нам надо на самом деле охватить еще больше сфер нашей жизни, просто они сразу все не охватываются. То есть, грубо говоря, так, еще там в начале года, когда мы говорили, ой, надо распределять управление валидатором, и мы же делали там видео, как можно было, большинство людей, вообще было там крайне скептически, Да, и писали какие-то, что это такое, как вы это распределите, а как вы это сделаете? Сейчас это уже обсуждается другими, то есть то, что мы делаем, заставляет других людей смотреть и говорить, в натуре получается. Фига себе они придумали, да, то есть те, кто раньше были очень скептически к этому относились, сейчас смотрят и говорят, фига себе, это работает. И вот такие вот придумывать новые штуки, это крайне интересно. И самое интересное, что это еще и выгодно получается, потому что когда у нас приходит какая-то новая технология, какой-то новый инструмент, и модель управления, это инструмент, который мы используем для управления, да, то этот новый инструмент сменяет все старые, как там типа облачное хранилище сменяет там типа CD-диски, а CD-диски когда-то сменили VHS-ки и так далее. То есть новая технология, она просто более энергоэффективная, мы затрачиваем меньше ресурсов, получая более лучший результат. И старые сами по себе уходят. То есть, а те, кто пытается держаться за старое, просто чуть-чуть дольше будут нам проигрывать, чем те, кто скажет, окей, переходим на новые рельсы. С Новым годом, пацаны! Да, с новым 2023 годом. Получается, с наступающим мы видео выложим числа 30-го, но это типа как будто уже Новый год, а тут в некоторых местах это уже Новый год, а тут Рождество вообще 25-го все любят, а Новый год не особо, то есть главный праздник здесь 25-го это Рождество, вот такие пироги. Да, мы наоборот, Рождество что-то не очень, нам Новый год подавай. Да, но мы устроим какую-то абсолютно интересную цифровую тусовку новогоднюю обязательно с сообществом. Обязательно проведем с сообществом, потому что как мы должны встречать Новый год там, да, и как бы провожать старый, но с теми людьми, с которыми мы там живем жизнь, что-то вместе делаем. А с кем мы это делаем? С нашим сообществом. Я провожу с сообществом большую часть своей жизни. Я уже вижу, как чей-то муж или чья-то жена, в зависимости от того, кто сидит за компом, типа, да ты и так в своей метавселенной. Ты еще и сидишь там, вон, оливье, дети ждут. И типа, да иди нахуй. Я шучу. Надо просто тянуть и детей. Просто вся семья. Да. Типа сядем с этим тазиком оливье перед компом там. Не, вот как бы нам надо... NFT-шку оливье нам надо. Да. Раздать всем NFT оливье. Очень интересная тема. Надо над этим подумать, да, новогодний подгон. Да. Так, все, да, это гениальнейшая штука. Если мы успеем, мы устроим новогодние подарки. Представьте себе, что есть NFT оливье. Если мы ее не сделаем, хоть поржете на криптобазе с нами, с того прикола. Вот, да. В общем, нам надо как бы продолжать строить дальше сообщество. И я вот понимаю, что в материальном мире у меня не такой широкий круг общения, раз.
И в материальном мире не столько большое количество людей интересных, которые разделяют со мной одно видение идей. А вот в цифровом я вижу огромное количество там энтузиастов, пусть они все разбросаны по разным частям земного шарика, но эти люди думают, как я. Эти люди разделяют мои ценности, мне с ними кайфово. Это мои друзья цифровые. Нам, значит, надо делать такие цифровые празднования. Так, это не значит, что там надо, конечно, маму там с папой, там бабушку с дедушкой, там детей сводить обязательно на елку, если есть. То есть, да, там типа, уделите внимание семье, это тоже ваши близкие. Но вот как бы и найдем время и попраздновать вместе, встретимся там, не знаю, в Дискорде, в Телеграме. В общем, Знаешь, что я подумал? Не финсовет, а синтетика сейчас будет. Короче, мне кажется, что вот эта эра аирдроп-хантеров и охоты за аирдропами людей, это уже все в прошлом, типа, и те, кто приходит. Мы и раньше говорили, когда первые видео делали, помнишь, было видео, что такое аирдропы? Вот мы рассказывали, и мы говорили, что ну только не цельтесь на аирдропы, это типа приятный бонус, не надо за ними охотиться. Мне почему-то кажется, что это настолько вот эта аирдропная тема, когда можно было поиметь, знаешь, вот с аирдроп. Нет, я думаю, типа... что она будет продолжаться, просто Думаешь? Фишка такая, что она будет тоже чуть-чуть видоизменяться. Фишка в том, что люди поняли, что когда я разбрасываю много монет большими количествами, большое количество людей много монет сливает. Да? То есть выгодно, просто аирдропы будут небольшими. Потому что когда вы получили немного, вы эти немного и не думаете сливать. Когда вы получили много, вам легко это сливается. Просто навряд ли, как бы, надо просто подумать, какие еще пути распределения мы можем придумать, да, то есть, типа, путь распределения купи за бабки, мы как бы отметаем, ну, уже как бы, люди уже присытились аирдропами, что я буду покупать там какую-то монету, когда я лучше ее на халяву получу, да. Вот, путь получения монетки за выполнение баунти там, и челленджей, это все превратилось в крутые амбассадорки. И амбассадорки точно никуда не исчезнут. Да, то есть люди будут контрибьютить проектам за монеты этих проектов, верить в эти проекты, это все правильно. Вот, да, то есть там аирдропы переросли там в какие-то стейк-дропы, что мы только стейкерам кидаем. Да? Но теперь, как бы, гигантская, после того, когда было мало стейкеров, все было понятно, а теперь, как все такие прохавали, вау, можно нахватать аирдропов, стало больше стейкеров. Ну, да. Но теперь, соответственно, если всем по многу так раскидывать, то много кто будет сливать. То есть надо теперь будет накидывать как-то по небольшим количествам всем. Все меняется, мне кажется, именно из-за того, что те, кто распределяет, они же не дураки. Зачем они будут распределять по многу, по каким-то мультиакерам, без вестинга, без каких-то обязательств? Ну, типа, это уже не работает, и вам тоже нужно адаптироваться и понимать, что airdropы, как раньше, уже такими не будут. И если вы чисто охотитесь за баблишком и на мультиачили, то это уже не работает такая штука, либо работает неэффективно. Ну, как бы да, то есть надо понимать, что так или иначе, в тот момент, когда у нас появляется какая-нибудь сверхвыгодная экономическая штука, то как бы ее открывает небольшое количество людей. Другие смотрят, начинают туда бежать, и накапливается очень много людей. Если до этого ценность, там, получаемая таким способом, распределялась по небольшому количеству людей и была выгодна, теперь желающих получить эту ценность очень много. Я думаю, что следующий этап в эволюции аирдропов, это будет уже NFT-дроп. Когда я вам буду кидать там не токены, а когда я вам буду там кидать, например, NFT-ху, а в этой NFT какой-то смарт-контракт, который там что-то делает или выполняет. И это будет уже, как бы, вот и токены проекта будут находиться вообще в самом проекте и как-то использоваться для внутренней там экономики. А вот эти NFT-хи будут как раз представлять какую-то там возможность управлять проектом или претендовать на какую-то часть этих монет. Сложно прямо сейчас взять и обрисовать новые модели распределения, но мы о них тоже думаем, и все новые модели распределения, которые будут появляться, вот опять хотелось бы Envelope упомянуть, они же там придумывают, как заворачивать NFT в NFT и так далее. Вот будем с ними плотненько сотрудничать и сделаем, наверное, даже там NFT ликвидный стейкинг. О нем говорил в предыдущем
видео на Forklog, когда мы можем взять в NFT-ху, засунуть смарт-контракт, и этот смарт-контракт делегирует и собирает реварды. И так-то я смарт-контракт не могу передать с адреса на адрес. Если он внутри NFT, я могу NFT, я могу торговать NFT. Криптосертификат на день рождения. Вот такой даришь кому-то NFT, и вот смотри, это тебе будет приносить столько-то бабла. И человек такой, нифига себе, вот это подарок. Кайф. Да, вот это самое, как бы наша мечта сделать что-то такое, чтобы работало за нас, чтобы мы могли освободиться и заниматься тем, чем мы реально хотим, не думая о том, откуда мы возьмем бабки на то, чтобы булочку с маком купить, за электричество заплатить. Хлеб с сахаром. Да, хлеб с Помните, сахаром. помнишь конечно. сахарный хлеб кто-то? Да, Кто-то да. даже сделал этот стикер там типа с булкой хлеба, с сахаром. Что... Приколы были у нас такие. В общем, 2022 мы провожаем вот так вот, типа, было и было, и смотрим в будущее. Поэтому, вот, и ты заметил, у нас разговор начался что-то с прошлого, там 5 минут, 10, и там что-то про Сивчейн сказал. И потом раз мы такие в будущее, потому что мы люди, мне кажется, которые смотрят в будущее. Да, потому что не надо цепляться за прошлое, потому что та информация, которая в прошлом, это как блокчейн. Блокчейн отлично показывает, как работает время. Вот есть неизменное прошлое, и вы можете, конечно, бесконечно долго обозревать эти блоки, все, блок Explorer, все записано, но пока вы смотрите в те блоки, которые были в прошлом, вы не накидываете транзакции в блок настоящего. Вот блок настоящего открылся, и в него разные люди накидывают транзакции. Я сделал то-то, ты сделал то-то, он сделал сё-то, она сделала сё-то. Блок закрылся и ушел в прошлое. И в прошлом мы видим, кто и что сделал. Но если я смотрю в прошлое долго, то кто-то накидывает транзакции в блок настоящего. Этот блок записывается, я уже смотрю, а моих-то там действий нету. Почему? Да я пялился на прошлое, к нему был прикован. Вместо того, чтобы пялиться постоянно на прошлое, иногда надо посмотреть, увидеть, где ошибки, что-то, но это не должно занимать большинство времени. Большинство времени должно занимать накидывание транзакций в блок настоящего. Накидывайте в новый блок, забудьте про старое, оно там записано, это уже не изменить. А вот будущее изменить можно. Вот да, не то, что будущее изменить можно, да, вот как бы нету через блок. Никто не сможет вам сказать, что будет через 2 блока или через 3, это непредсказуемо. То есть мы можем так или иначе более-менее сказать, что будет в блоке настоящем, потому что мы видим, как кто накидывает. Но и так, бывает, кто-то неожиданно бац, и свою транзакцию подкинул, ты думал, я вообще думал, что ты сюда ничего не подкидывать не будешь. Сейчас получается уже, на момент выхода этого видео, уже стейк-дроп Q4 2022 по ХМН роздан. Все уже типа, сидят с ПХМНшками, не сливают. Или сливают, а я уже купил. Как бы вы сливаете, потому что должно распределяться. Да? Наша задача взять и распределить. Прикинь, так сказать, все, надо лить. Вот начать такую тему, короче, что нужно сливать ПХМН. Нет, ну это будет манипуляция, это будет некрасиво. Это я шучу, да. Потом скажут, да, то есть здесь самое интересное, что, да, там, я нахожусь в абсолютно дурацкой ситуации. Можно сделать скандал. Можно сделать скандал. Все, мы сейчас в прямом эфире делаем скандал. Все, блядь. И я криптобазу закрываю. Володя такой, я за это самое ухожу. Да, я говорю, прямо сейчас вывожу все свои ПХМН и лью их. И все такие, типа, и я такой, нет, ты не выводишь. Мы начинаем тут бороться. Да, ты вырываешь у меня мышку из компьютера. Такой, почему тачпад не работает? И потом все такие, лить ПХМН. Льется. Мы такие потом просыпаемся, такие, а мы вас всех обманули. Закуп по 20-ке. Ну, вообще было бы неплохо. Но, ладно, но мы так делать не будем. Да, не верьте, ничего такого не будет. Репутация все-таки дороже, да. И вот у меня получается, что я нахожусь в дурацкой ситуации. То есть, с одной стороны, я готов покупать ПХМН, но у меня тогда его будет слишком много, и мне его надо тогда опять раздавать. Да, вот я как бы сейчас вывел же 1000, вот я ее раздаю. Продавать я ПХМН тоже не могу, потому что я не могу продавать свой проект. То есть я не могу не купить свой токен, не продать свой токен. Единственное, что я могу сделать со своим токеном, для того, чтобы остаться в дружбе с самим собой, с сообществом, со своей совестью, это раздавать свои токены. Ну вот как бы я надеюсь, что в ближайшие 8 лет я уменьшу свою какую-то там часть до 1% или еще меньше, сейчас у меня 6%,
18%, почти 7%. Вообще было бы прикольно, чтобы все распределилось примерно около так. 1-2, 1-2. Вот да. Это если у нас 100 человек, 1-2 было бы прикольно. А А сейчас если тогда мы как? исходим из того, что у нас будет 1000 или 10 тысяч, то нам, соответственно, надо там, если 1000 человек, то это 0,1% должно быть, а если 10 тысяч, то это 0,01% должно быть. И вот если у нас будет 10 тысяч человек, то я хочу, чтобы мой voting power был в среднем близок к 0,01, да, то есть как к нормальному, идеальному распределению. Ну вот и он может там чуть-чуть колебаться, чуть выше, чуть ниже. Но не хотелось бы иметь больше голоса, чем кто-то другой, потому что если у нас будет у всех приблизительно одинаковые силы голоса, цена нашей монеты будет стремиться в бесконечность. Но мне Потому что кажется, поначалу будет 100 человек, например, у которых большой voting power, потом 500 примерно одинаковых, там 1000 примерно, вот такими будет как бы я думаю, слоями. что пока это будет такое гауссовское распределение, если вам интересно, посмотрите, да, то есть мы возьмем где-то по центру, если мы определим, какое среднее количество, да, то есть, например, если 100 человек участвуют в управлении, то медиана, середина, это 1%. Получается, что там у какого-то количества будет там 1% самого большого, чуть-чуть поменьше будет, там меньше 1%, у кого-то будет чуть-чуть побольше 1%. Если у нас эта медиана сдвигается на 0,1%, то у нас, соответственно, и мы будем как бы сдвигать вот эту вот серединку, да, а вот гауссовское распределение будет постоянно оставаться, и мы от него никуда не денемся, потому что, судя по всему, оно в структуре нашей реальности. Самое прикольное в этом всем, что оно распределяется так, органически, и то есть без вмешательства, грубо говоря, кого-то. То есть вот так вот оно эволюционирует. И это правильное, наиболее правильное распределение. И вот будет, если у нас 100 человек, у которых будет в руках сконцентрировано voting power большой, ну, значит, так распределилось оно. Будет дальше распределяться Просто более мы глубже. перейдем к тому, что вот эти 100 человек, как я когда-то, вот у меня когда-то было 100% власти над валидатором и 100% прибыльности с валидатора. Вот почему я взял и начал распределяться, почему появился там типа Core Team, почему стало больше и больше людей. Как бы я же стал меньше получать. Раньше у меня было 100% власти и 100% доходности. Тут у меня и процент власти моей. Вова начал еще что-то решать. Еще как бы, да, там, еще Валентин пришел, еще что-то принимает решение, да. Как бы, с чего бы это вдруг? А потому что это выгодно. Потому что я понимаю, что выгоднее распределить, и пусть я буду иметь меньше власти и меньше доходности, в общем, это будет количественно больше, это в процентном содержании меньше. Да? А почему мы потом от Core Team взяли и начали распределять? Потому что мы теперь имеем меньше власти и меньше доходности, да, но зато еще больше людей. И когда это будет сконцентрировано у 100 людей, они поймут, что, друзья, стоит нам распределить это там на 1000, процентном содержании мы будем иметь меньше, но в количественном больше. Готовы вы иметь меньше процентов, если эти меньше процентов количественно больше? Конечно, да, это же выгодно. И на этом все и строится. Таким образом, мы должны прийти к какому-то там приблизительно идеальному распределению, которое никогда, конечно, идеальным не будет, а будет по этой гауссиане. И обязательно посмотрите, если вы не знаете, что такая кривая Гаусса. Очень поможет понимать, как мир устроен. Ну, мы давно не делали Вообще, этого, не называем это слово. надо сказать, что вообще, а какой же Новый год без подарка? Ну, как Валентин заходит в этом с мешком, блядь, и с посохом, и у него в мешке ПХМН, он такой, о-хо-хо, с Бали рассыпает все. Коммент-дроп сейчас будет. Да, нам надо обязательно раздать. Пусть 10 комментариев, и каждому комментарию по одной ПХМН. Нет, отправим по одной прям ПХМН. Ну, это раздадим мощно. 10 ПХМН. Это 500 баксов. 500 баксов на данный момент, а может на момент... А может быть, даже не знаю сколько. Да, ну Да. на данный момент. Короче, много. Да. И как бы, и вот 10 человек получится. Давайте, сейчас мы залетаем на YouTube. Я подумал, давай, короче, сделаем... алло. Давай сделаем бота, который нам будет от рандома присылать Алло, кто комментарии. здесь главный?
Нет, я подумал о том, что мы будем смотреть сегодня из последних видео, потому что видео у нас уже много, и судя по тому, как я достаю из самых последних видосов комменты, люди куда-то отсеиваются, они уже продали все свое. Сейчас посмотрим из последней десяточки, скажем так, мы будем выбирать 10 победителей. Давай. Итак, давай сразу. 50-й инсайдерский чат экосистемы Космос. Самое последнее Давай. видео. Вы не ожидали? Чаты, может быть, никто не комментит или мало комментит. А Сейчас мы вот посмотрим. сейчас ворвемся туда. Он же юбилейный. 16 комментариев. Кстати, всем, кто там был онлайн, мы там снапшот сделали на 50-м голосовом чате. Тоже всем разошлем какие-то подарки. Сейчас все таки почему я не смотрел? Почему меня не Почему было? я не был Да, онлайн? Володя сделал снапшот тех, кто был на голосовом чате и собирается что-то там раздать. Но это потом в группе будет еще, помимо. Подарков Да, много да. будет. Вот мы сейчас распределяем 10 ПХВН. Потом Вова еще распределит вот эти ПХВН. Потом еще свои там тысячи, миллиарды будет распределять. Если бы у меня было 1000 миллиардов, я бы их распределил, конечно. Пока еще не так все круто, но мы идем к этому. Короче, вот так вот кручу-верчу, ПХВН раздать хочу. И тыкаю в этот, какой-то Рене Буарон. Я тут выставлю, сейчас я сразу скриншотик сделаю. Рене Буарон написал: могу зайти и за лупы купить ПХМН. Вот. Да, Залог, кто-то да. писал, что да, на Loop Finance или там Markets, типа можно, типа кто-то говорил, там что это, можно за лупы купить. Но они, походу, просто используют ликвидку с этого самого, с JunoSwap, это не их ликвидка. Да, вот там было, в общем, такое обсуждение. Этот человек заряжает еще одного с этого чата. Да, будет два. Выдадим ПХМН за лупы, Да. как Ну, бы за комментарий про лупы. про лупы. Да. Наяриваем, чик. С юбилейным выпуском, молодцы, спасибо. Артур Эмбо 8554. С юбилейным выпуском, и вот тебе и как раз Вот подарок. как бы, все, видишь, ты поздравил. И тебе- Напоминаем. И тебе зачлось. Напоминаем всем, кто хочет забрать свой коммент-дроп, нужно написать нам в криптобазу, написать: привет, я за коммент-дропом. И тегнуть меня, например. Я вам напишу в личку, вы заапрувите, что это ваш коммент, и мы вам отправим один ПХМН. Так, переходим дальше. Но всегда проверяйте юзернейм. Если Вова Да. вам пишет в личку без предупреждения до этого в группе Да-да-да. или еще что-нибудь, это не Вова. Это Вова очень просто важно. так свое время тратить не будет. Следующее видео. Токеномика ПХМН. 6 дней назад я там заряжал, вот это все рассказывал, давай, да. старался, картинку делал, 47 комментариев. Ты тоже прокомментировал, а если ты выиграешь? Ну нет, то тогда меня это самое заменим. Ну как бы, что это я? Это будет, ну типа, как мне самому по себе, как я потом с этим жить буду? Итак, ну тут комментариев 47. Наярка, чик. Вове с таким голосом нужно работать в службе поддержки суицидников. Скорее всего, в будущем будет такая поддержка для криптонов, чтобы Сизи и многие другие звонили Вове, и я их успокаивал. Это про меня. Я же говорю, вся ваша крипта скам. Покупайте ПХМН. Короче, угарный коммент. UJ6360 5 дней назад. Вот тебе коммент-дроп. Это Как бы, прикольно. конечно. Да. Я представляю, такой: ребята. Не, у меня такая будет музычка играть, типа такая дурацкая. И я: вам плохо? Такую камеру в лесу. Если вам плохо, нажмите 1. Потом Если вы хотите покончить жизнь самоубийством, нажмите 2. Не, если вы хотите покончить жизнь самоубийством, не поканчивайте. Мы вам сейчас поможем. Фу-фу-фу-фу. Чш. У нас в немецком ютубе так мало опознавательных каналов о крипте, а таких, как ваш познавательный, и при этом очень доступный. Вообще, короче, очень рад, что знаю русский язык и нашел вас. Ну, Я красава. помню этот комментарий, я его видел, я даже лайк этому 8 комментарию. лайков у этого комментария, самый популярный. Очень круто, очень круто. Окей, значит, этот человек пишет нам. Я надеюсь, что если ты смотришь нашу криптобазу, значит, ты у нас уже в ТГ есть, а если нету, залетай в ТГ, получишь один ПХМН и продашь его в Германии. Купишь пиво. А может быть, Нет. не продашь. Не, и холодишь, да. Да, конечно. Те ПХМН, которые мы раздаем, вы, конечно, можете продать, но лучше в DAS. Все в DAS. У нас секта. Да, вступайте в нашу секту. 4 ПХМН уже отдано. Тогда 4 комментария. Фигачим прям вниз. Давай. Криптозима в самом разгаре. Видео с Валентином про стейк-дроп. Ну, как там, давайте, как там давайте. транзакции отправлять, всякое. Сколько там комментариев? Сейчас посмотрим. Может, кто-то ему там спасибо сказал за то, что Валентин взял, запарился,
ради всех. 35 комментариев. Тоже нехорошо. Реклама. А почему у нас тут реклама? Блин, вообще? А это ты блокировщик рекламы не поставил. Тут у меня не Да, поставил. у меня есть блокировщик рекламы на Ютубе, в итоге нет никакой рекламы. Чу, я не смотрю. Хоп. Транза отправлена. Этот комментарий тебе стоил 1 ПХМН. Вот, да, отправил транзакцию, получил 1 ПХМН. Половод 7586. Видел этого пользователя, он не раз комментил. Вот и попал в Как коммент-дроп. бы, Да. очень, мне кажется, хорошо. Бац, и А что ты такого? Заходишь, смотришь видео, оставил и комментарий. у тебя появляется какая-то эмоция. Тебе же не обязательно специально вот этот нож коммент оставить. Ты такой, блин, молодцы, пацаны, и комментишь. Или там просто шутку какую-то выдаешь, или еще что, получаешь комментарий. Если там какие-то обзывательства матершины, комментарии такие удаляются. Поэтому Да, не надо писать гадости. не надо писать гадости людям. Так, идем дальше. Голосовой чат 49 пропускаем А что не пропускаем? Ну, давай не пропускаем. Давай не пропустим. 49-й Пусть инсайдерский 49-й, чат. да. 16 комментариев всего лишь. Пампс. Родиджи. Вот так вот Родиджи. сделал. Написал смайлики и вот эту штуку. Вот, видите, стоит оставить смайлик и такую штуку, Да. и можно получить 1 PHMN. Потому что криптовалюта лучше. Родиджи по ХМН отправляется. А это 6-й был, да? Да, судя по всему, 6-й комментарий. 5-е видео в пятерке самых последних видео на нашем канале мы заходим. Это Pool Atom PHMN Osmosis Dex Liquidity Pool. Володя рассказывает, как создает. Это А, видео да, на это мы, 13 да, минут было. И там 13 комментариев. Немного, но зато больше шансов получить PHMN-шечку. Вот так вот. Пел. Зольников. Полетели, написал. Полетели. Очень хорошо полетели и прилетело. PHMN тебе полетели. Прилетело по ХМН. Что, красава. 7 роздано, да? 7 роздано. Осталось еще троечку. Теперь у нас это была пятерка. Теперь давай выберем какое-то видео. Какое хочешь. Давай выберем одно, где мы наши посиделки. Наши прошлые посиделки — это криптовалюта, как найти себя в блокчейне. Давай, конечно. На твой день рождения Да, как да, раз да, это да, было. да. Мы сидели у бассейна. Такие все прикольные были. 51 комментарий в этом видео. Очень, очень хорошо, очень много. Да, Можно даже спасибо. будет попробовать 2 сделать коммент-дропа на 51-й комментарий. Давай. Я же закашлялся. Володя, это ты. Так, нет, Ты все, меня нет. Ты Давай. написал, отлично поболтали. За это нет, я сам себе не буду высылать коммент-дроп, другого давай. Ну ладно, давай крутим вот так вот вниз. Памс. С днем народження. Опять половод выиграл. Будем мы ему отправлять 2 по ХМН? Как бы это же рандом, будем? Да. Типа повезло, Человеку повезло. Вот какой новогодний. как бы вообще 2 по ХМН. Поздравил тебя с днем рождения на украинском языке. Все очень вообще отлично. Люблю читать комменты на украинском языке, потому что я из Украины, мне прикольно это. Так что с днем народжения, этот второй по ХМН, Павел Волод, красава, чисто кит, будущий китяра. Вообще супер лак. Бражников Николай. Действительно лампово получилось, будто вы в реале с друзьями за стаканом чая посидели. Володя с ДР, здоровья тебе, сил, энергии. Вы, ребята, делаете крутые, нужные вещи. А это же Николай наш. Смотри, Николай. по аватарке. Да, Николай по аватарке. Николай. Это Николай делает крутые дэшборды, типа напилил. Я Просто всегда низкий поклон. захожу в этот Мы не дэшборд. только коммент-дропом, мы, конечно, это самое. Коммент-дроп это лак. Но кроме этого, обязательно, Николай, что-то еще отправим. С Новым годом выкажем свое уважение за активное участие в сообществе. 1 по ХМН отправляется Николаю. Тун-тун-тун-тун-тун. Пятница! Усатый вот Автомобиль. это. Может быть, 1 по ХМН будет когда-то в будущем. Как автомобиль. Как автомобиль. Да, будет. Может быть, поначалу как подержанный, а потом как новый. Последнее. Ту-ду-ду-ду. Смотрим, что мы сделаем. Давай, какая у нас рубрика там есть интересная. Вот у нас есть «Люди в космосе», Валентина рубрика. Да, давай «Люди в космосе», конечно. Люди с космоса. Давай вот «Люди в космосе» Валентина, где, например, он там Где Антон болтает был? с Вовой Госхантером. Давай, Вова Гокса. «Люди в космосе» номер 6. А, да, это Да. последняя Вот, получается. да.
Заходим туда, 2 недели назад это было, они там сидят тоже у бассейна, чисто, зафоркали наше видео. Да, но мы как бы форки поддерживаем, все правильно. Да. 18 комментариев. Там, кстати, твой тоже есть. Так Ну, что если я, то мы меня это самое... можешь победить. Короче, Нет. вот так вот, давай. Я вне в этой Никто самой... не смотрит, я вот так вот кручу. Памс. Вне игровой. Очень тихо. Impossible possible. Спасибо, что... Да, вот куда-то громкость убежала, Валентин говорит. Спасибо за фидбэк. Очень тихо. Даже такой комментарий все равно. Получит коммент-дроп, даже если очень тихо. Да. Сделай Потому что погромче. человек послушал Да. и дал фидбэк. Молодец. Красавчик. Участие мы поддерживаем. Все, impossible possible. Пиши, забирай свой ПХМН и будь счастлив. Как Валентин бы сказал, ты в стиле Валентина. И будьте счастливы, подписчики. Мудрец. Так, Валентин мудрый. да. Да. 10 ПХМН роздано. Раздали. Впереди у нас еще много всяких новогодних раздач. Впереди у нас будут всякие подарки неожиданные. Возможно, они Возможно, уже начались. NFT с Оливье. Возможно, эти подарки уже начались, потому что видео выйдет, наверное, 30 числа. Я уже так себе придумал, что 30 числа будет видео, и вот значит сегодня 30 число. Пожалуйста. Если Вот. я ничего не прокосячил нигде. Вот как бы, да, не удивляйтесь, если вы на вашем адресе вы увидите NFT с Оливье или с шампанским или с мандарином. Знаешь, мы на всякий случай просто вот так вот, тум, и здесь появится фотка Оливье. Да, какая-то. Все, это будет нет, и это будет, если... В общем, вдруг- да, не удивляйтесь, если на Новый год вы увидите Оливье. У нас в сфере Мандарины и шампанское. Да. Ничего удивительного в этом нету. Значит, вероятно, вы в СНГ. Что-то такое. Ну, короче, спасибо, что вы были с нами. Спасибо вообще всему сообществу, которое так набралось стремительно. Всем, кто активничает, всем, кто что-то создает, что-то делает, какие-то там видео, мемы, где кто-то что-то репостит, куда-то там продвигает. Мы вообще очень благодарны то, что сообщество реально участвует. Вот не страшно передавать управление валидатора в руки такого сообщества. Страшно передать управление валидатора в руки спекулянтов, которые Нас с все вами хотят еще продать. ждут еще испытания ценой, еще всякие разные испытания, потому что мы экспериментируем, мы двигаемся вперед, у нас будут всякие падения и взлеты, и не только в каком-то ценовом плане, возможно, в ценовом не будет. Может быть, какие-то другие трудности, но мы надеемся, что мы вместе справимся, и все будет круто. Да. Самое здоровское, что мы уже идем вместе. Непонятно, что там совсем впереди, понятно, что в настоящем. И классно, что в этом настоящем мы вместе с вами. Знаете, легко быть на хайпе и дружить со всеми на хайпе, когда все получается, цена растет. Помните прошлую бычку? Все счастливы просто. Только крипта упала, сразу там люди начали, слабенькие люди начали отсеиваться, что-то кого-то обвинять, нервничать. Да, но мы Будьте помним, сильнее. что друг познается в беде. Как бы круто, когда с вами человек в хорошем, но когда человек с вами готов и в плохом быть, И в огонь, и в воду. это вот и как раз это и есть И настоящая в бозон, и дружба. в кварк, Да. атом, и все, короче, да. Да, поэтому мы вообще очень рады, что мы вместе, несмотря на то, что происходит что-то хорошее или плохое, вот это и есть настоящая дружба. Пусть и цифровая, в один день она станет материальной. Ну что, Вова, тебя тоже с прошедшим 2022-м? Нет, с наступающим. 30-е сегодня. Да. Ладно, давай. Ну что, Вова, тебя с наступающим 2023-м. База переходит в Новый год. Включить переход в Новый год. Кукареку. Давай заново что-то. Я хотел что-то шутить, ладно. Ну что, Вова, с наступающим тебя 2023-м. База, включить переход в 2023 год. Крипто, мы такие улетаем. Кстати, это еще не конец видео, потому что мы еще сидим тут, и мы сейчас будем вставать. Снежинка. А теперь снежинка. Во. Снежинка. Это нет уже снежинки. А потом такой там. Вот снежинка. Вот он, Новый год. И должен появиться атом. Ладно, и должен Какая появиться атом.
Вот так вот. И должен появиться знаешь, атом. Вот так вот трейдеры Лежат. гадают. И вот должен появиться атом. Да, что снежинка, где атом? Атом появись. Снежинка, атом. Атом. Коротко о прогнозах в крипте. Атом, снежинка. Прогнозы в Атом. криптовалюте. Атом. Наша Почему рубрика. квадрат? Что такое? Атом. Где атом? Где атом? Атом. Атом. А его Нету вообще атома. нету здесь. Снежинка. Может быть, надо говорить что-то другое, появится атом. Атом. Давай. Снежинка. Атом. Где ж ты атом? Короче, в этом... Давай, раз, два, три, появляйся. Вот в следующем появится атом. Знаешь, что Бляха, сейчас муха. было, Вов? Это все было скам-проекты, атома там нет. Да. Там есть снежинка. Да. Но рано или поздно должен же появиться атом. Если вдруг появится токен Snow, Да. то это скам. ну ладно. Но это не инвестиционный совет. Но вот атом. Что ж такое? Он не появляется Атомов- специально. атомов- Он специально не появляется. До этого же появлялся. Стейкинг Summit. Все, Вов, Криптобиз. уходим.